Пока на Ближнем Востоке Иран бьет по кораблям США, бомбит Эмираты и нефть пробивает новые хаи, биткоин полностью изолировался от того, что происходит в мире, и пошел пробивать уровень 80 тысяч, который в последний раз на графике был в конце января. Да, прекрасно понимаю, что запускать салют и праздновать еще пока рано, но сам факт того, что с момента начала войны в рынок вернулось $500 триллиона, это уже очень интересно. Особенно когда буквально 3 месяца назад все ждали обвал до 50 тысяч, что я разбирал в прошлом видео. Это же касается и фондового рынка. Начиная с середины апреля почти каждую торговую сессию S&P 500 пробивает новые максимумы. Отчеты компаний показывают прибыль, и создается ощущение, что война перестала быть тем красным фактором, который ограничивал любой рост. А что говорят экономические данные? Например, последний индекс деловой активности в производственном секторе США составил 52,7%. Это четвертый подряд показатель выше уровня 52%. Это признак того, что экономика США находится в фазе роста, несмотря на войну. Последний раз индекс 4 раза превышал уровень 52% в третьем квартале 2020 года. Это положило начало масштабному росту крипторынка. Но вот что странно, инсайдеры тем временем вместо того, чтобы покупать, наоборот продают акции уже который день подряд. И тут вопрос, а не повторит ли биткоин тренд начала года, когда после попытки восстановления он ушел в глубокую просадку? Сегодня это и узнаем. Я разберу, куда будет дальше двигаться биткоин после пробоя уровня 80 тысяч, что будет влиять на его движение, начнет ли нефть корректироваться и как на это можно заработать в рамках текущей недели. Я видел, что под прошлым роликом вы писали, что хотите видео про альты, но мы с вами прекрасно понимаем, что общий тренд на крипторынке задает именно биткоин. И когда мы понимаем, что будет с его ценой, мы легко можем понять, что будет с альтами. Но видео про альты я обязательно сделаю. И давайте для этого наберем 1000 лайков. Давно мы не пробивали такую отметку. Также пишите комментарии. Бонус $10 за коммент под прошлым видео забирает этот пользователь. С вами Влад, вы на канале Coin22, мы начинаем. Итак, друзья, как мы видим, неделя реально началась на очень положительной ноте. Биткоин пробил ключевой уровень 80 тысяч и не просто его протестировал, а уверенно пошел вверх. Такой сценарий развития событий я озвучил в прошлом видео, кто смотрел, тот знает. Тем не менее, после ударов по кораблям США, нефть резко пробила хаи и биткоин тут же откатился. Эта информация оперативно была опубликована у меня в телеграм-канале, где я делюсь своим мнением и торговыми идеями, как, например, по той же нефти. А команда моих редакторов держит вас в курсе самых важных новостей. Так что если вы давно искали канал, где собрано все, что необходимо для заработка на крипторынке, ссылка в описании. Но несмотря на то, что биткоин пробил 80 тысяч, многие, особенно розничные инвесторы, не спешат бежать покупать и готовятся к пробою уровня 100 тысяч. Сейчас, наверное, 90% рынка ждет отката, чтобы можно было заработать на шортах. Но возможен ли данный откат? Смотрите, сейчас мы видим, что рынок продолжает формировать движение на основе одного ключевого фактора, а именно нефти. Да, в начале недели бренд пробила новые локальные хаи, которые были в этом цикле, но после этого начал формироваться откат. И вот, кстати, как Трамп прокомментировал в целом состояние фондового рынка, а также нефти. Вначале я допускал, что рынок может упасть на 20-25%, и я был к этому готов, зная, что он снова вырастет, но я думал, что он упадет, и что нефть может достичь $200-250. Но нефть стоит $100-102, и ты тоже так думал. Большинство людей так думали. Знаешь что? Вся гениальность этой ситуации в том, что люди нашли обходные пути вокруг Ормузского пролива. Они направляются в Техас. Да, конечно, у Трампа, как всегда, все под контролем, идет по его заранее продуманному плану. Хотя я так не думаю, и Трамп надеялся, что все это закончится еще до конца марта. Но пока война продолжается, биткоин начинает отыгрывать полноценный сценарий потенциальной деэскалации, падения нефти и начала мягкой политики ФРС. Давайте же разберем, что происходит на самом деле. Было много обсуждений, что рынок вырос из-за ФРС. Вчера ФРС провела масштабную операцию по вливанию ликвидности, направляя в финансовую систему ровно $7,5 миллиардов. Но несмотря на громкие цифры, это не экстренная печать денег, а запланированная операция. ФРС выкупает у коммерческих банков краткосрочные гособлигации, по факту обменивая ценные бумаги на живые наличные. Это необходимо, чтобы банковские резервы оставались на достаточном уровне после крупных налоговых выплат в апреле, которые обычно вымывают кэш с рынка. Такая подпитка помогает удерживать ключевую ставку в заданном диапазоне от 3,5% до 3,7% и не дает стоимости кредитов сильно вырасти. Для нас, как для инвесторов, это позитивный сигнал, так как любая дополнительная ликвидность традиционно поддерживает рост рынков. Плюс к этому мы четко видим, как за последние дни вырос баланс ФРС, плюс $8 миллиардов. И это было самое большое вливание ликвидности со времен пандемии. Однако стоит понимать, что это лишь часть планового графика закупок объемом в $40 миллиардов. И глобальная ситуация может измениться только после 15 мая, когда Пауэлл уйдет, а новый глава ФРС Кевин Ворш может пересмотреть политику ФРС в сторону понижения ставок. И вот что происходит внутри рынка. Долгосрочные холдеры биткоина, то есть те, кто не продает свои монеты минимум полгода,
снова начали активно накапливать. По данным CryptoQuant, за последние 30 дней такие игроки увеличили свои запасы на 331 тысячу биткоинов. В денежном выражении это примерно 26,7 миллиардов долларов. Чтобы было понятней, это около 1,6% от всего предложения биткоина. И это очень серьезная цифра, потому что долгосрочные холдеры – это не толпа, которая покупает на эмоциях и продает на первой просадке. Это участники рынка, которые обычно мыслят циклами, годами и крупными фазами движения. И что мы видим сейчас? Пока биткоин обновляет максимумы и пробивается выше уровня 80 тысяч, сильные руки не фиксируют прибыль массово. Наоборот, они продолжают забирать монеты с рынка. А теперь добавляем сюда еще один очень важный фактор – приток в американские спотовые ETF. 3 дня подряд ETF показывают положительную динамику, а общий приток уже превысил 1 миллиард долларов. Только в понедельник в эти фонды зашло 532 миллиона долларов. И вот что мы имеем по итогу. С одной стороны, долгосрочные холдеры продолжают накапливать биткоин, а с другой – институциональные деньги через ETF снова активно заходят в рынок. То есть спрос идет сразу с двух сторон, от крупных долгосрочных игроков и от традиционного финансового капитала. Именно поэтому я считаю, что всем, кто еще ждет биткоин по 50-55 тысяч, уже нужно серьезно пересмотреть свой сценарий. И по этому поводу я снимал отдельное видео. Потому что рынок сейчас показывает не слабость, а накопление. И если эта тенденция продолжится, биткоин может не просто удержаться выше 80 тысяч, а подготовить себе условия для следующей фазы роста. И куда же без главного катализатора нефти? Нефть, которая до этого резко росла, начала откатываться. WTI в моменте потеряла почти 3% за день. Нефть подошла к сильной зоне сопротивления, примерно к тем уровням, где в 2022 году формировалась макровершина. И пока цена не может закрепиться выше, я рассматриваю это как признак того, что импульс роста по нефти постепенно выдыхается. Да, краткосрочная волатильность еще может сохраниться. Нефть может дергаться на новостях, на заявлениях, на геополитике, но если смотреть шире, среднесрочно я все больше склоняюсь к сценарию охлаждения нефтяного рынка. И для биткоина это очень важно, потому что если давление со стороны нефти начнет падать, рынку станет легче дышать. Инфляционные страхи ослабнут, доллар может перестать получать такую сильную поддержку, а рискованные активы снова получат пространство для восстановления. Это прежде всего дает нам возможность торговать не только на крипте, но и на самой нефти, как это сейчас делают участники нашей подписки Coin22 Pro. Перед тем, как Иран ударил по кораблям США, у нас уже были открыты лимитные лонги по нефти WTI. И на резком росте мы очень быстро зафиксировали плюс. И благодаря нашему официальному партнеру BitGet, таким образом мы торгуем на всех мировых активах, акциях, золоте и серебре. Плюс к этому сейчас продолжает действовать отличная акция, где можно получить бонусы до 6000 USDT от биржи BitGet просто за то, что вы торгуете. В подписке Pro индивидуально под ваш депозит будет подобрана стратегия и риск-менеджмент. На каждом этапе работы с вами будет сопровождение и наша поддержка. Такую волатильность, как сейчас, трейдеры ждут месяцами. Поэтому, чтобы зарабатывать на движении популярных мировых активов и выстроить четкую системную торговлю, переходите по ссылке в описании, напишите нам и уже сегодня получите свою первую прибыльную сделку. Но самый главный вопрос сейчас – это куда дальше пойдет биткоин. Сейчас я смотрю не только на саму цену, а на ликвидность вокруг нее, потому что рынок очень часто идет туда, где стоят деньги. И по тепловой карте ликвидации видно, что биткоин уже начал забирать ликвидность в районе 80 тысяч. Но самое интересное, выше еще остаются крупные зоны. Между текущей ценой и областью 84 600 все еще находится много заявок и ликвидности, а это значит, что для рынка данный диапазон выступает неким магнитом. Именно поэтому я рассматриваю зону 84 тысячи как первую ближайшую цель. Тем более там совпадает сразу несколько факторов. Во-первых, это зона ликвидности. Во-вторых, рядом находится SME Gap, который сформировался еще в начале февраля. А такие гэпы рынок очень часто стремится закрыть, особенно когда появляется сильный импульс. Но если смотреть шире, потенциал может быть не только до уровня 84 тысячи. На дневном графике биткоин уже подтвердил бычий флаг после пробоя верхней границы в районе 77 500. Это важная структура, потому что она часто показывает продолжение движения после фазы накопления и сжатия. Теперь ключевой уровень для меня это 82 тысячи. Если биткоин сможет закрыть дневную свечу выше 200-дневной экспоненциально скользящей средней в районе 82 тысячи, тогда сценарий роста станет намного сильнее. В таком случае следующая техническая цель по движению может находиться уже в районе 94 тысячи. То есть от текущих уровней рынок потенциально может показать еще более 15%. И здесь важно понимать, я не говорю, что биткоин обязан сразу лететь без откатов. Нет, волатильность остается. Будут выносы, будут попытки сбросить лишних игроков, но сама структура рынка сейчас выглядит сильнее. Биткоин забирает ликвидность, пробивает важные уровни, формирует бычью картину, а на недельном графике появляются признаки разворота через MACD. Поэтому если биткоин удерживается выше области 80 тысяч и закрепляет
закрепляется выше уровня 82, то дорога к диапазону 84 тысячи открыта почти сразу. А дальше, если импульс сохранится, то рынок вполне может начать движение уже в сторону 90 тысяч. И вот я еще собрал несколько интересных графиков, за которыми точно стоит следить на этой неделе. Как я сказал в прошлом видео, 80 тысяч это очень важный уровень. На дневном графике биткоина сейчас решается судьба всей структуры, которая формировалась несколько месяцев. До этого рынок был таким, будто биткоин находится внутри медвежьего флага. И это опасная конструкция, потому что если цена не может пробивать верхнюю границу и закрепиться выше, то рынок снова рискует уходить в затяжную коррекцию. И получается, если биткоин уверенно закрывает дневную свечу выше уровня 80 тысяч, то картина резко меняется. Тогда вся эта медвежья структура начинает ломаться, а рынок снова получает шанс перейти в полноценный бычий тренд. И именно поэтому текущий момент настолько важен. Сейчас нельзя смотреть только на одну свечу или один импульс. Нужно смотреть на всю картину. Биткоин вернулся к ключевым уровням, нефть начала терять импульс, а ончейн метрика постепенно улучшается. И давайте начнем с нефти. За последние недели нефть сильно выросла на фоне геополитики и страха вокруг поставок. Бренд поднималась выше $120 за баррель впервые с 2022 года и потом снова откатилась. Но для меня здесь важен не сам рост, а то, что нефть несколько раз пыталась пробить максимум марта и апреля и каждый раз не смогла закрепиться выше. Это похоже на ситуацию, когда рынок уже заранее заложил в цену весь основной негатив: войну, риск по Ормузскому проливу, дефицит предложения и страховки по инфляции. И если нефть дальше начнет охлаждаться, это станет важным плюсом для биткоина и всего рынка риска, потому что чем ниже давление со стороны нефти, тем меньше страха по инфляции и тем легче для рискованных активов. И теперь давайте вернемся к биткоину. Один из важных сигналов, на который я сейчас смотрю, это MVRV. Это показатель сравнивает рыночную стоимость биткоина с реализованной стоимостью, то есть той ценой, по которой монеты в последний раз перемещались в сети. Проще говоря, он показывает, насколько рынок перегрет или наоборот недооценен относительно реальной базы холдеров. Сейчас MVRV находится примерно в районе 1.4. Это один из самых высоких уровней этого года. Для меня это говорит о том, что рынок постепенно восстанавливается после просадки и фазы перебалансировки. Инвесторы снова выходят в прибыль, структура меняется и биткоин начинает возвращать импульс. Но здесь есть нюанс. MVRV еще не показывает экстремальную перегретость. Это не та зона, где рынок показывает финальную стадию эйфории. Скорее наоборот, это похоже на фазу восстановления, когда рынок только начинает набирать силу. Поэтому сейчас весь фокус на уровне 80 тысяч. Если биткоин закрепляется выше, особенно на недельном графике, то для меня это сигнал, что медвежий флаг ломается, а биткоин получает шанс продолжить движение выше. Если цена снова не сможет пройти эту зону, тогда рынок застрянет в этом диапазоне и может уйти в локальную коррекцию. Поэтому получается так: либо 80 тысяч становится новым фундаментом для продолжения роста, либо данный уровень превращается в сопротивление, где начнутся новые продажи. И именно ближайшие дневные закрытия покажут, где мы находимся на самом деле. И теперь главный вопрос: что будет дальше, после пробоя 80 тысяч? Мой базовый сценарий такой: биткоин сейчас находится не в обычной зоне сопротивления, а в точке, где решается дальнейшая структура всего рынка. С одной стороны, у нас есть долгосрочные бычьи факторы. Долгосрочные холдеры за 30 дней накопили более 300 тысяч монет. Это примерно 26,7 миллиардов долларов и 1,6% от всего предложения. Это не похоже на панику или на массовую фиксацию прибыли. Наоборот, сильные руки продолжают забирать монеты с рынка. Плюс спотовые ETF показывают приток. За 3 дня в них зашло более 1 миллиарда долларов. И только за понедельник они получили 532 миллиона. Это говорит о том, что спрос от фондов снова возвращается. И поэтому сейчас ключевая зона — это 80 и 82 тысячи. Если биткоин закрепляется выше уровня 80 тысяч и закрывает недельную свечу выше уровня 82, то для меня это выступает четким сигналом на продолжение роста. Тогда первая цель — это зона 84 тысячи, где находится ликвидность и важный SMI Gap. Дальше, если импульс сохранится, следующая цель 90 тысяч, а более сильный сценарий дает возможность в районе 94-95 тысяч. От текущих уровней это примерно 15-18%. Но конечно же есть и риск. Если биткоин снова разворачивается от зоны 80 тысяч, тогда данный уровень превращается в сопротивление. В таком случае рынок может уйти в боковик, а при сильном давлении начнется локальная коррекция. Первый негативный сценарий — это возврат к уровню 77-75 тысяч. Это обычный откат на 4-8%. Но пока это не мой базовый сценарий, потому что ончейн данные, те в притоке и поведение холдеров больше говорят о восстановлении, чем о капитуляции. Плюс важный фактор нефть. Если нефть продолжит охлаждаться после роста выше уровня 110 долларов, это станет хорошим фактором для биткоина. И конечно же усилит тот прогноз, который мы только что разобрали. Сейчас для меня главный сигнал не просто касание 80 тысяч, а именно закрепление выше этого уровня. Если покупатели удержат данную зону, то рынок может очень быстро перестроиться из
режима страха в режим продолжения роста. А всем, кто до сих пор ждет биткоин по 50-55 тысяч, я бы уже советовал пересматривать свои прогнозы, потому что рынок сейчас показывает не слабость, а накопление, приток капитала и попытку перейти в новую фазу движения. Так что, друзья, на этом будем заканчивать. Пишите в комментариях, какой сценарий вы считаете более вероятным, продолжение роста или откат. Подписывайтесь на канал, обязательно переходите в Telegram, поддерживайте видео лайком. Вам желаю удачи, до скорых встреч!